Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем рубрику «Эксперименты». В этот раз мы будем готовить не ньютоновскую жидкость и покажем, как определить наличие крахмала в воде и продуктах питания. А что с этого получилось, мы с вами сейчас и узнаем. Начнем мы с ньютоновской жидкости. Все, что нам понадобится, это крахмал, кукурузный или картофельный и самая обычная вода. И, конечно же, посуда, в которой эту жидкость мы будем делать. У нас это глубокая тарелка. В этом эксперименте соотношение крахмала к воде 2 к 1. Мы используем 1 стакан крахмала и полстакана воды соответственно. Когда все смешали, немного замесить руками до однородной массы. У нас получилось! Теперь наша масса обрела следующие свойства. При придании скорости любому предмету он отлетит как об стену. Но если погрузить предмет плавно, то он погрузится без особого сопротивления. Очень интересный и простой эксперимент. Но вот дегустировать его нежелательно. Мы не пробовали и вам не советуем. Определение наличия крахмала в воде. Также не очень сложный опыт. Для него нам нужен крахмал и йод. Неожиданно, правда? Ну и 2 стакана воды. Налил воду в 2 стакана, в один из них насыпал крахмал. В каждую воду добавил 2-3 капли йода. В стакане с обычной водой вода пожелтела, а в стакане, где был раствор с крахмалом, вода посинела. Теперь мы знаем, как проверить воду на наличие крахмала. Раз мы научились находить крахмал в воде, теперь применим эту методу на продуктах питания. Для этого возьмем йод, пипетку и продукты питания. Капнем йод на маленький кусочек хлеба, сыра, картофеля и лимона. Йод изменил свой цвет на хлебе и картофеле. Значит, в этих продуктах питания присутствует крахмал. А вот на сыре и лимоне цвет йода не изменился, значит крахмала нет. Но, если вдруг цвет на них поменялся, то сами сделайте вывод, какого качества продукты вы покупаете. Вот и все. На этом моменте видео подошло к концу. Спасибо за просмотр, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока.